Здравствуйте, друзья! Новая мировая валюта отменена. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Сколько лет идут разговоры о том, что доллар США скоро рухнет? Лет 10? Но доллар и сейчас живее всех живых. Хотя, если верить предсказаниям американского журнала The Economist, доллар доживает последние деньки, и скоро миру явится новая мировая валюта Феникс, которая возродится из пепла национальных валют, сгоревших в огне гиперинфляции. Справка. Еженедельник The Economist принадлежит преимущественно двум могущественным кланам – семейству Ротшильдов британской ветви и семейству Аньелли. Ротшильды владеют 75 и 42% акций, а Аньелли, завсегдатаи Бильдербергского клуба, владеют 100% акций в Б. 7 членов совета директоров избирают держателей акций А, 6 мест – держатели акций Б. Главный редактор журнала с февраля 2015 года – участница Бильдербергского клуба Занни Минтон Беддос. Считается, что на обложках журнала миру отправляются зашифрованные послания, в которых зачастую предсказываются будущие события в области политики, экономики и общего мироустройства. В 1988 году США жили не очень хорошо в экономическом плане, и единственным положительным моментом стало возникшее потепление в отношениях с СССР. То есть ядерной войны можно было не опасаться. И в этих условиях в журнале The Economist появилась статья, в которой предсказывалось, что через 30 лет в мире появится новая единая мировая валюта, которая заменит национальные валюты, поскольку все будет так плохо, что хуже некуда, и только новая валюта сможет изменить положение дел. Статья появилась накануне тучных 1990-х, в которые США, развалив Россию, шиковали, скупая за бесценок развалившийся соцлагерь. Далее последовала Югославия, которую раздербанили на клочки, Чечня и Хасавюрт, после которых единая Россия могла перестать существовать как государство. Потом США влезли на Ближний Восток, разнеся немало стран в клочья. Но тут последовал экономический кризис, который, в общем-то, был обстоятельством рукотворным, а не непреодолимой силы. Кризис прошелся по всему миру, и, пожалуй, нет страны в мире, где бы не знали, что США дали в долг слишком много. Что изменилось с тех пор? Ничего. Мировые долги стали только больше, и в 2015 году весь мир был должен порядка 200 триллионов долларов. А в конце 2015 года Федеральная резервная система США принялась за старое и подняла процентную ставку. Пусть и немного, но этого хватило для того, чтобы у американского бизнеса начали заканчиваться деньги. И начало 2016 года было отмечено фейерверком падения на всех мировых биржах. Причем часто в этом винят Китай, но Поднебесная – это лишь фабрика, и она как работала, так и работает. Вот только продукцию ее покупать стали меньше, а если учесть, что США потребляет 21% всей мировой энергии и 29% от всего производимого, то становится понятно, что дело не в Китае. Дело в Америке, которая перестала покупать. Причем настолько перестала, что арендовать сухогруз сейчас дешевле, чем Феррари. Аренда сухогруза обойдется в $1563 в день, а Ferrari F40 – 5597. И даже если прибавить стоимость топлива, которое сжирает сухогруз за день, 35 тонн или $4000 в день, все равно аренда сухогруза выходит дешевле аренды машины. Американская торговая сеть Walmart неожиданно объявила о закрытии 269 магазинов по всему миру, включая 154 в США, что будет стоить Америке еще 10 тысяч рабочих мест. Американская сеть испытывает самое большое падение продаж за последние 27 лет и не рассчитывает на новый подъем в ближайшее время, а предсказывает дальнейшее падение продаж за 2 года на 6–12%. Американская нефтяная промышленность тоже переживает не лучшие дни. В 2015 году она лишилась 130 тысяч рабочих мест, а американские банки готовились к убыткам. Wells Fargo зарезервировал под потери $1,2 миллиарда. JP Morgan Chase 124 миллиона и готовился потерять до 750 миллионов. А в Citigroup ожидали потери на уровне 600 миллионов.
Стандарты ПУР считают, что 50% облигаций нефтяных компаний бросовые и подвержены риску дефолта, то есть в эту волну кризиса ставка сделана не на ипотеку и кредиты, а на нефтянку. Стоит еще вспомнить договоры Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство, подчиненность Европы и Японии США, и снова вернуться к статье. Итак, что там написано? Через 30 лет, 1988 плюс 30 равно 2018, американцы, европейцы, японцы и жители многих других богатых стран и некоторых относительно бедных будут расплачиваться одной валютой. Цена будет указана не в долларах, иенах или дойчмарках, а, позвольте сказать, в фениксах. Феникс станет предпочтительной валютой для компаний и покупателей, потому что будет более удобным, чем нынешние национальные валюты, которые станут казаться причудливой причиной большинства разрушений в экономической жизни конца 20 века. Далее в статье очень завуалированно пишется о том, как в 70-х годах прошлого века США отказались от обеспечения доллара золотом. Самым большим изменением в мировой экономике с начала 1970-х стало то, что денежные потоки, а не торговля товарами, явились главной движущей силой котировки валют. Как результат бесконечной интеграции мировых финансовых рынков, разница в экономической политике разных стран могла влиять на процентные ставки или ожидание изменения процентных ставок и на движение капиталов из одной страны в другую. При несогласованной экономической политике валюты могут стать только более нестабильными. А дальше в мышеловку кладется бесплатный сыр. В зоне Феникса перестройки и сдвиги экономики в относительных ценах будут происходить более плавно и автоматически. А полное отсутствие валютных рисков будет стимулировать торговлю, инвестиции и занятость. Но, конечно, не все так гладко. Зона Феникса будет накладывать жесткие ограничения на национальное правительство. Будет отменена такая вещь, как национальная денежная политика. В мире Феникса появится новый центральный банк, который заменит, возможно, МВФ. Мировой уровень инфляции и, следовательно, в узком пределе и инфляция в каждом государстве будут находиться в его банка ответственности. Каждая страна сможет использовать налоги и государственные расходы, чтобы компенсировать временное падение спроса. Но только для заимствования, а не для печатания денег, чтобы наполнить бюджет. Без возможности обращения к инфляционным налогам правительства будут вынуждены тщательно выверять свои расходы и осторожнее брать кредиты. Тут прорицатели признают, что это приведет к потере экономического суверенитета, но тенденции, которые делают Феникс столь привлекательным, отменят любую независимость. Даже в мире более или менее плавающих валютных курсов правительства часто сталкиваются с вызовами, которые бросали их валютам недружественные соседи. В статье приводится и альтернатива. Альтернатива сохранения политики автономии, независимости потребует применения поистине драконовских мер регулирования торговли и потоков капитала. И в заключении, из разрушения и из пепла старого мирового порядка люциферианский новый мировой порядок родится как феникс. А тем, кто не будет брать в долг, управляемые капиталисты отключат газ, свет и кислород. Россия и Китай продолжают наращивать свои золотовалютные запасы. В 2016 году ни один центральный банк или правительство не скупали золото такими энергичными темпами, как Российский центральный банк, который значительно нарастил свои золотые запасы. И эта тенденция сохраняется. В сентябре 2016 года Россия увеличила запасы золота на 500 тысяч тройских унций. В 2017 году золотовалютные резервы в Центральном банке Российской Федерации выросли на 125 тонн, и в результате общие запасы достигли 1542 тонны. Без учета Международного валютного фонда Россия может похвастаться 6-м местом в мире по величине золотовалютных резервов. Впереди Китай, Франция, Италия, Германия и Соединенные Штаты. Более того, за последние 7 лет Центральный банк РФ значительно опережает Народный банк Китая по объему официальных закупок золота – 895 тонн против 770 тонн. В основном, все внимание экспертов уделяется быстрым темпам роста золотовалютных резервов в Китае. Но в течение многих лет именно Россия была крупнейшим в мире покупателем золота.
Только с середины 2014 года Россия добавила в свои хранилища более 400 тонн золотых слитков. В течение этого времени Центральный банк страны также занимался дедолларизацией экономики, сокращая свои активы в казначейских облигациях США. Сегодня банк довел свои вложения в американские ценные бумаги почти до 100 миллиардов долларов, что значительно ниже в сравнении со 160 миллиардами долларов в 2014 году. Эксперты полагают, что доля золотовалютных резервов России в настоящее время составляет 15% всех валютных резервов. Как и Китай, Россия оставляет у себя большую часть добытого в стране золота, отказываясь от его экспорта, в отличие от других сырьевых ресурсов. Между тем, низкие цены на нефть не способствуют укреплению основанной на экспорте энергоресурсов российской экономики. Очевидно, что, как и в Китае, Россия стремится диверсифицировать свою денежно-кредитную политику, избавляясь, насколько это возможно, от долларовой зависимости. Многие эксперты отмечают, что решение МВФ добавить китайский юань в корзину специальных прав заимствования было отчасти связано с растущим доверием к финансовой системе Китая. Несомненно, свою роль в этом сыграли большие золотовалютные резервы Поднебесной. В этом есть смысл, ведь такие богатые страны с развитой экономикой, как США, Франция, Германия, Япония, Швейцария и Великобритания, входят в десятку стран с наибольшими золотовалютными запасами. Вот что об этом пишет Guy Newsville News. Россия, возможно, также стремится последовать подобной стратегии. Появились шутливые предположения, что там даже могут ввести золотой рубль в следующем десятилетии. Во всяком случае ясно, что это государство намерено укреплять свое финансовое положение в мировой экономике с помощью самого надежного ресурса – золота. Китай запускает собственную цифровую валюту. На этом фоне особенно интересна новость из Китая, которую опубликовало агентство Bloomberg. Народный банк Китая сделал первые шаги к запуску собственной цифровой валюты. Создание исследовательской группы, которая специализируется на технологиях блокчейн и Big Data, позволит китайскому Центробанку стать первым регулятором в мире, который будет выпускать собственную криптовалюту для покупки любых товаров, от лапши до автомобиля. Для китайцев, которые уже пользуются транзакциями через свои ноутбуки или смартфоны, криптовалюта Народного банка Китая, вероятно, не будет сильно отличаться от существующих способов оплаты, таких как Alipay или WeChat. Изменения затронут продавцов, так как они будут получать криптовалюту непосредственно от покупателей, без посредников. За счет этого снизятся операционные издержки. В то же время, пока Центробанк Китая намерен ввести свою криптовалюту, регулятор пристально изучает биткоин и другие частные цифровые валюты. Власти КНР не хотят, чтобы взорвался пузырь биткоин, поскольку исторически всю валюту в стране выпускает государство, а не частные игроки. Власти КНР не хотят уступать этот рынок компаниям, которые не контролируются государством. Следует также напомнить, что Центробанк Китая в последние месяцы пытается поставить заслон на пути оттока капитала с помощью биткоин. Жители Китая активно используют онлайн-платежи для расчета при любых операциях. Они сканируют QR-коды своими смартфонами, чтобы купить даже маленькую банку колы, предпочитая цифровые транзакции традиционным расчетам. Центробанк КНР решил руководствоваться проверенной стратегией. Если не можешь победить, присоединись к этому. Выпуск цифровой валюты позволит Народному банку Китая контролировать риски в финансовой системе и отслеживать транзакции в масштабах всей экономики, считают эксперты. Российский аналог SWIFT. Для того, чтобы управлять своей обширной и глобальной схемой печатания денег, после того, как доллар США перестал подкрепляться золотом, Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе в 1973 году создали то, что сейчас называется Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций – SWIFT. Это система обмена сообщениями, подключенная к каждому банку в мире и переводящая триллионы долларов каждый день. Поскольку все мировые валюты являются частью системы нефтедолларов и их валютные ценности также привязаны к доллару США, система обмена сообщениями SWIFT имеет жизненно важное значение для здоровья всей глобальной экономики. Но в 2012 году впервые в истории она использовалась в качестве оружия войны против Республики Иран, когда режим Обамы распорядился об ее отключении, что ввергло Иран в экономический хаос.
Когда в 2012 году стало ясно, что США теперь используют систему SWIFT как оружие войны, президент Путин приказал создать альтернативную глобальную банковскую систему, которая называется Служба передачи финансовой информации – SPFS. 23 марта 2017 года председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила: «Были угрозы, что мы можем быть отключены от SWIFT. Мы закончили работу над собственной платежной системой, и если что-то случится, все операции в формате SWIFT будут работать внутри страны. Мы создали альтернативу». За неделю до того, как Набиуллина объявила о том, что система SPFS работает в качестве альтернативы SWIFT, важно отметить, что Центральный банк России также открыл свой первый в истории зарубежный филиал в Китае, чья цель в сочетании с пожеланиями китайской стороны – это обход американского доллара в мировой валютной системе. Справка. SPFS на русском языке – это СППБ – универсальная система обмена финансовыми данными и электронный документооборот. Международное название – Кибер-FT. Система была первоначально запущена в 2014 году и сразу объединила почти весь спектр функций SWIFT, FIN, Interact и FileAct, а также множество дополнительных опций, разработанных с использованием передовых технологий, которых не хватает в SWIFT. Таким образом, Кибер-FT конкурирует с системой SWIFT, у которой есть многолетняя история и огромная база данных клиентов, но является менее гибкой и устаревшей с технологической точки зрения. Согласно докладу аналитиков разведки, стало известно, что почти сразу же после того, как Центральный банк России объявил, что SPFS работает, стали появляться отчеты в результате утечки документов NCA, Агентства национальной безопасности, свидетельствующие о том, что в США используют систему SWIFT в качестве шпионского инструмента как на своих союзников, так и на противников. В этом докладе также отмечается, что одним из величайших опасений западных элит является то, что крупнейшие мировые корпорации несомненно перейдут от системы SWIFT к SPFS, как недавно заметил один известный экономист. Если США начнет силой всех удерживать в SWIFT, им придется иметь дело с резко негативным отношением европейского делового сообщества, так как бизнесмены никогда не любят тех, кто лезет в их дела так бесцеремонно. Все крупные корпорации начинают задаваться вопросом: что мы будем делать дальше? Что если Вашингтон заставит меня пожертвовать своими интересами и моей репутацией? В этом докладе также сделан вывод: если обе страны смогут обойти доллар США в целом, их национальные валюты останутся стабильными и выиграют в цене. У обеих стран есть огромный золотой запас, тогда как Соединенные Штаты медленно ликвидируют последние из своих золотых активов. Мир финансов никогда не будет прежним, если эти планы осуществятся. Это точно. Чего нам стоит ожидать? Анализ того, что было опубликовано в журнале The Economist, дает возможность представить план членов Бильдельбергского клуба в общих чертах, реализованную в США финансовую систему перенести уже на целый ряд стран, которые пожертвуют своим суверенитетом и будут подконтрольны благодаря новой стабильной валюте. В рамках этого плана и появились договоры TPP и TTIP, текст которых держится в тайне, но под которыми уже подписался целый ряд стран. Новый американский президент Дональд Трамп явно не вписывается в эту систему, потому что с приходом к власти первым делом он вывел США из договора TTP по собственным соображениям. Это лишь подтверждает, что Трамп не запланированная для Бильдельбергского клуба фигура и действительно был выбран народом США. А поскольку реализация плана с Фениксом дала осечку, сроки появления новой валюты могут быть перенесены на более поздний период или отменены совсем. Власти России и Китая, конечно же, видят эти планы. Судя по наращиванию собственных золотовалютных резервов и снижению рисков от возможного ущерба при отключении от системы SWIFT, они вполне могут готовиться к переходу на собственные валюты или единую валюту, привязанную к золоту, действуя на опережение. К чему это приведет? Как только о появлении новой валюты с привязкой к золоту будет объявлено публично, стоимость сильно переоцененного доллара резко упадет и будет падать, пока не сравняется с реальной стоимостью, ценой использованной бумаги и нанесенной на нее краски. Когда это может произойти? Да в любой момент. Следите за новостями и намеками властей, которых уже довольно много.
В апреле 2017 года российский экономист, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции и член Национального финансового совета Банка России Сергей Глазьев публично предупредил западные элиты. Чем агрессивнее американцы, тем скорее они увидят окончательный обвал доллара, поскольку единственный способ для жертв американской агрессии остановить эту агрессию – это получить избавление от доллара. И как только мы и Китай закончим с долларом, это будет конец военной мощи Соединенных Штатов. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.